Давайте поговорим о нескольких небольших привычках или изменениях, которые помогут вам активировать вашу женскую энергию. Эти небольшие привычки сильно изменили мою жизнь, и они очень полезны. Привет, друзья, и добро пожаловать на канал «Простой разговор». Если вы впервые, то я помогаю раскрыть свою силу и подключиться к своей божественной женственности и стать лучшей версией себя, если это то, чего вы хотите. Подписывайтесь на мой канал. Первая привычка моя любимая, и она заключается в том, как вы ходите. Небольшое изменение помогло мне почувствовать гораздо более гармоничной женственной. Она заключается в плавности движений бедер. Во время ходьбы, когда женщина зажата, то можно заметить по ее походке, ее движения тела более скованы. Ее тело напряжено, и в походке нет пластичности, а женственность заключается в плавности движений и чувственности, и большая часть этой женской энергии направлена именно в области бедер. Если вы идете, постарайтесь позволить своим бедрам двигаться плавно и свободно. Позвольте своему телу расслабиться и стать гибкой. Дайте возможность двигаться плавно. Поверьте, и вы сразу заметите, если выйдете на улицу и будете ходить с большей плавностью бедер, вы почувствуете себя гораздо более уверенной и гармоничной своей женской энергии. Например, отправьтесь на прогулку, но во время этой прогулки вы должны полностью сосредоточиться на движении своих бедер. Позвольте бедрам двигаться плавно и свободно. Попробуйте с легкой походкой, как на подиуме, по своей улице, а затем просто обратите внимание на то, как это полностью изменит вашу энергию. Теперь переходим к следующей привычке. Еще важен внешний вид и как он влияет на ваше ощущение себя. Но я также хочу рассказать о силе того, что я называю преображение. Это значит, что вы наряжаетесь, делаете прическу, макияж, укладку волос. Все это замечательно и поможет вам почувствовать себя более женственной, но эта привычка требует времени. Но многие недооценивают силу преображения вашего внешнего вида. Например, для меня достаточно сменить наряд на что-то симпатичное, сделать брови и нанести помаду. Это занимает меньше 5 минут, но моя энергия сразу меняется, и я чувствую себя лучше. Я думаю, иногда люди думают, что если у них нет целых 30 минут или часа на сборы, то они могут ничего не сделать. Например, не получится сделать макияж или профессионально уложить волосы, и что тогда вообще не стоит ничего начинать. Я категорически не согласна. Такое преображение, даже если просто нанесете немного помады или туши и слегка поправите волосы, это уже может изменить ваше состояние души и настроение. Сделайте то, что заставит вас чувствовать себя лучше и более собранно. Это заменит ваше восприятие себя. Я не говорю, что нужно ограничивать себя только 5 минутами каждый день. Я просто говорю, что 5 минут – это гораздо лучше, чем ничего. Это не должно быть чем-то в духе «все или ничего». Если у вас есть время, соберитесь полностью, вы почувствуете себя комфортно. Может быть, вы сейчас в таком периоде жизни, когда у вас практически нет времени на себя. Может быть, у вас родился ребенок, или вы находитесь в разгар сессии. Даже в таком случае немного туши, карандаша и украшения может очень сильно изменить ситуацию. Следующее. Вы заходите в супермаркет, ищете конкретный товар, но не можете его найти,
и вместо того, чтобы попросить помощи, вы начинаете блуждать по всему магазину, проходя каждый ряд, пока, наконец, через 30 минут вы не находите то, что искали. Многие люди не любят просить помощи и чувствуют себя неловко. В таких ситуациях я тоже была такой. Я была той самой девушкой, которая заходила в супермаркет и, не находя нужный товар, продолжала искать, вместо того, чтобы попросить помощи, даже если сотрудник магазина был рядом и мог найти это за 2 минуты. Я была тем человеком, который заходил в магазин одежды и знала, что ищу конкретно вещь, которую видела онлайн. Например, продавец подходил и говорил: «Могу я вам помочь?» Он спрашивал: «А вам нужна помощь?» А я отвечала: «Нет, спасибо, все в порядке». Но знаете, что мне помогло, чтобы сохранить женскую энергию? Я научилась спокойно и быстро просить помощи, как только понимая, что она мне нужна. Или если это поможет принести мне пользу, а также просто принимать помощь, когда предлагают. Зачем усложнять то, что можно сделать проще? Зачем тратить время на то, что я могу легко сделать с чьей-то помощью? У меня есть фраза, которую постоянно повторяю про себя. Пусть все будет легко. Я даже сделала кружку с надписью «Пусть все будет легко», потому что это так важно для меня. Помнить, когда я хочу оставаться своей женской энергией, будь то большие или маленькие дела. Вы не должны все делать самостоятельно. Вам не нужно ничего доказывать. Позвольте себе принять помощь и сделайте все проще. Перестаньте сами себе усложнять. Следующая привычка – это добавление в жизнь небольших моментов удовольствия и занятия тем, что вам просто нравится, что не все, что вы делаете, должно быть продуктивным, чтобы быть ценным. Например, я люблю читать, но последние 5 лет я читала только исторические книги. Но 5 или 6 месяцев назад я снова начала читать художественную литературу. Впервые за долгое время. Я долго читаю, около 30 минут перед сном. Но мне это нравится, это чистое удовольствие и способ расслабиться. Не все в нашей жизни должно быть продуктивным и полезным. Не все в жизни радостное или красивое можно найти в этих маленьких моментах. Просто делайте то, что приносит вам радость. Читайте книгу, играйте на музыкальном инструменте несколько минут. И не для того, чтобы совершенствоваться или достигать идеала, а просто потому, что вам это нравится. Пеките, наблюдайте за птицами, а в другие дни что-то веселое, например, что заставляет вас смеяться, что-то вроде комиксов, просто потому, что это приносит радость. Женщины, застрявшие в своей мужской энергии, обычно имеют несколько общих черт. Во-первых, им сложно замедлиться. Во-вторых, они не умеют тратить время на занятия, которые не воспринимают как продуктивные. Но это небольшие моменты, которые вы делаете, что-то просто ради удовольствия, ради веселья, учат вас создавать небольшие моменты романтики в своей жизни. Мужская энергия – это энергия действия. Она связана с активностью и созданием стабильности. Нам это необходимо, но женская энергия – это энергия состояния, это гибкая энергия, которая придает жизни вкус. Когда вы забываете об удовольствии и радости, вы теряете свою женскую энергию. Иногда вам просто нужно небольшие моменты радости, чтобы вернуть эту энергию.